Всем привет! Сегодня я начинаю свою рубрику «Лучшие игры на Nintendo» и представляю вашему вниманию свой хит-парад лучших игр на NES по годам их выхода или портирования на данную игровую консоль. И начну я с 1983 года, так как впервые видеоприставка появилась на японском рынке 27 августа 1983 года под названием Family Computer, или сокращенно, как мы ее называем, Famicom, а затем переименованная в NES, вышла в Европе и США в 1985 году. Новинка оказалась исключительно удачной и сумела завоевать практически весь американский и японский рынок. Консоль появилась с большим пакетом игр, среди которых самым известным и продаваемым стало семейство игр Super Mario Bros. Марио стал талисманом корпорации Nintendo. Всего, по официальным данным, было продано более 60 миллионов приставок и более 500 миллионов игр. Ну что, поехали! Пятое место в моем топе занимает игра Donkey Kong Jr. Math с использованием арифметики. Это видеоигра от Nintendo, где игроки решают математические задачки. Она была выпущена в Японии в 1983 году для Famicom. Ползая по лианам, Конг должен с помощью основных арифметических действий получить нужное число. Это очень хорошая игра для детей начальных классов. На четвертом месте я расположил игру Popeye no Eigo Ishobi. Это спин-офф аркадной игры Popeye, выпущенной в Японии. Игра была основана на одноименном американском комиксе, созданном Элзи Глиссером Сигаром. Вместе с портом своего предшественника игра была выпущена на NES в 1983 году. Это обучающая видеоигра, которая учит игроков писать английские слова по буквам. Макет похож на аркадную игру Popeye, за исключением того, что игроки не могут умереть, они могут получить только неправильные ответы. Игра также хороша для детей начальных классов. Третью строчку моего топа занимает игра Mario Bros. Сюжет этой игры очень прост. Играя за братьев Марио, вы должны очистить канализационные уровни от всяких созданий, крабов, черепах, мух. Избавиться от врага вы можете, если оглушить его ударом снизу. Некоторым одного удара мало, но после оглушения врага надо скинуть с платформы. Весело и ни капли не напрягает. Особенно интересно играть вдвоем. Хорошее настроение обеспечено. Второе место в моем топе занимает Loader Runner, двухмерная компьютерная игра в жанре платформера головоломки, выпущенная в 1983 году. Игрок управляет маленьким человечком, передвигающимся в 4 направлениях, без возможности прыгать. Находясь на поверхности или перекладине, человечек передвигается влево и вправо. Если по лестнице, то вверх и вниз. У персонажа есть враги, которые двигаются в его направлении. При соприкосновении с врагом уровень проигрывается и начинается заново. Персонаж может рыть ямки слева и справа от себя в определенных участках пола. Задача игрока состоит в сборе пирамидок, похожих на золотую пыль, расположенных в разных частях уровня. Когда все предметы будут собраны, вверху уровня появится лестница, по которой игрок переходит на следующий уровень.
И наконец на первом месте приключенческая игра под названием Ultima Exodus. Некий злой Exodus творит зло на землях вашего короля, и он посылает 4 отважных героев разобраться с ним. Героев можно подобрать до начала игры. Это могут быть маги, амазонки, воины, друиды и так далее. На мой взгляд, это очень хороший RPG 1983 года, который достойно первого места моего топа. На этом мой топ игр, выпущенных и портированных на NES в 1983 году, закончен. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!